Добрый день! Сегодня мы порешаем задачи на тему первый закон Киргофа. Первый закон Киргофа, напоминаю, гласит так. Сумма токов, входящих в узел, равна сумме токов, выходящих из него. Или по-другому можно сказать, в параллельных цепях ток, поступающий в точку разветвления, равен сумме токов, уходящих из этой точки. Справа на рисунке у нас нарисованы три схемы. Нарисованы немного по-разному, но суть их одна и та же. Два тока И1 и И2 сходятся в одной точке. Из этой точки выходит один ток И3. То есть мы можем записать И1 плюс И2 равно И3. То есть, опять же, сумма токов, входящих в узел, равна сумме токов, выходящих из него. А сейчас рассмотрим чуть более сложную схему, в которой два тока И1 и И2 входят в узловую точку, а из этой узловой точки выходят два тока И3 и И4. Причем И2 равен 4 ампера, И3 равен 6 ампер, И4 равен 3 ампера. Неизвестен первый ток. Мы можем записать И1 плюс И2 равно И3 плюс И4. Подставляя числовые значения, получаем И1 плюс 4 ампера равно 6 ампер плюс 3 ампера. Переносим цифровые значения в правую часть уравнения, и у нас получается И1 равен 6 ампер плюс 3 ампера минус 4 ампера, получается 5 ампер. Делаем проверку. 5 ампер плюс 4 ампера 9 ампер. 6 ампер плюс 3 ампера тоже 9 ампер. То есть И1 плюс И2 равно И3 плюс И4. А сейчас мы рассмотрим наиболее сложную схему схождения и расхождения токов. Эта схема представлена в левом верхнем углу. И состоит схема из 7 резисторов. Определять неизвестные токи мы здесь будем по узловым точкам. У нас здесь присутствуют 4 узловые точки А, Б, С и Д. В точку А у нас входит один ток И1. Он неизвестен. А выходит из точки А два тока И2, который равен 7 ампер, и И3, который равен 3 ампера. И мы легко находим первый ток. И1 равен И2 плюс И3, получается 7 ампер плюс 3 ампера, получается 10 ампер. То есть первое действие мы сделали. Теперь рассмотрим токи в точке С. В точку С входит ток 7 ампер И2, а из точки С выходит два тока И5 5 ампер и И4 неизвестный ток. Также здесь мы легко можем определить ток И4. И2 равен И4 плюс И5. 7 ампер равны И4 плюс 5 ампер. И4 равно 7 ампер минус 5 ампер, получается 2 ампера. То есть ток И4 равен 2 ампера. Теперь мы можем рассмотреть точку Б. В точку Б входят два тока И3 3 ампера и И4 2 ампера. И поэтому мы легко можем найти ток И6. Ток И6 равен И3 плюс И4. Записываем дальше. И6 равен 3 ампера плюс 2 ампера, получается 5 ампер. А сейчас переходим к последней узловой точке, точке D. В эту узловую точку D входит
ток И5 равный 5 ампер и ток И6 равный также 5 ампер. Поэтому мы можем записать И7 равен И5 плюс И6. Подставляем цифровые значения, и ток И7 равен 5 ампер плюс 5 ампер, получается 10 ампер. И что у нас получается в итоге? Ток первый, который входит в узловую точку А, равен 10 ампер. И ток И7, который выходит из узловой точки D, также равен 10 амперам. То есть задача решена правильно. Подводим итоги вышесказанного. Взяв любую сложную схему и правильно определив узловые точки, мы можем решить любую сложную схему и правильно найти неизвестные токи.